Вітаю вас! Я Світлана. І сьогодні у нас перша прогулянка цього року. Расскажу вам много интересного. Смотрите, ионы какие. Лимонного цвета стали. Зима у нас вот такая в этом году. Почти бесснежная, мало снега было. Но можно посмотреть. Растения их как раз видно. Кстати, хочу сделать обзор дальше хвойных. Как раз позволяет нам погода хоть увидеть их хвою. Посмотрим кое-что интересное. У меня одно растение зимует в горшке в котельной. Там 0 плюс 3, плюс 4, такая температура. И ему довольно комфортно. Покажу его. Посмотрим мои пирамидалисы. Там интересное есть и красиво. И просто построим планы на будущее. Думаю, вы тоже в своем саду уже наметили много интересного себе. Заказали пионы, я заказала. Жду уже, не дождусь. Какие сорта, покажу вам. Идемте. Начнем нашу прогулку январскую именно с этого места, где растут у меня кипарисовики ионы. Целая аллея из 10 штук. Я хотела вам про цвет хвои зимой рассказать именно у этого сорта кипарисовиков. По сравнению с пирамидалисами, они на заднем плане бурые, если видно. Ионы меняют цвет слегка на лимонный. Видите, лимонного цвета, особенно выше нижние ветки, более салатовые. В середине, если мы немножко разведем ветви, он такой же салатовый и остается. Только солнышко пригреет, и он будет весь красиво салатово-лимонный немножко будет отдавать. Это такая реакция на температуру. Еще только что буквально получила вопрос в комментарии, что делать. Мы купили ионы и очень много стволов буквально из земли. Надо было обращать внимание при покупке. У кипарисовиков должен быть один ствол. Вырезать все остальные, выбирается главный. На видео вот видно, что ствол один, он утолщается и растет деревом. А если у вас много стволов, это как кустарник получится. Каждый ствол будет тянуть на себя питательные вещества и не будет так высоко расти. В принципе, можно оставить, если их не высоко вести и сильно застригать. Но у меня тут задумка другая. Я хотела высокие кипарисовики красивые. Вообще ствол должен быть один. Проводник центральный. Это в питомнике там начехлили что-то. Ну а мы перейдем вот в эту зону сада, где у меня пельц блю, спартан и моя плакучая инверса. Сейчас покажу вам место перелома. Зимой она себя прекрасно чувствует, распушилась, стоит без опоры. Был вопрос, есть ли опора, нету. Вот это место перелома. А вот это съемка весенняя, как я шины ей накладывала, заматывала. В месте перелома, когда я размотала, это изолента обычной палочки. Сильное утолщение у меня получилось. На видео вот видно, прямо такая как шишка. Ну, хвойные получается очень легко, срастаются ветви. Вот думаю попробовать прививки делать на хвойные. Может быть, у меня и прививку получится сделать. Узнаю, на что, на какой ствол прививают хвойные. Вверх растет одна вот эта ветка. Это ель плакучая. Хоть она и плакучая, она высоту может добавлять. Вот я думаю, только она какая-то у меня совсем кривая. Одна налево ветка, другая направо. Не центральный такой. Ну, я выбирала в питомнике, такая мне понравилась.
Это пихта корейская, хотела вам показать. Шишки, видите, стали распадаться, как я говорю, от ветра. Старые шишки просто разлетаются в стороны семена, и она сеется так. В этом году посмотрим, будут на пихте шишки или не будет. Это наш Пельц Блю, голубой кипарисовик. У него крона аналогичная Ивонны, только он такой сильно голубой. Специально взяла его, вот развязала вам показать, как он за зиму распушился и нарос. Сейчас посмотрим, когда я хвойные весной снимала, какой он был. 3 пера. И, кстати, у него было 3 вершины тоже. Видите, я оставила одну, она такая тоненькая, он какой-то развалистый весь. Но вот эти боковые веточки, они уже идут от центрального ствола. Снизу, но от центрального. Ну, в общем, посмотрите, кто вопрос этот задавал, посмотрите строение кроны, какие ветки вам надо вырезать у ваших ивонны. Какие-то, может быть, можно оставить, если они от центрального ствола. Это молодые приросты у инверсы. Вот хотела вам показать, закрыты лилии лапником. Вот эти лилии мускадет, потому что у нее морозостойкость всего 15 градусов. Ниже даже в земле луковицы могут вымерзнуть. Большие, ароматные, красивые лилии. Это я обрезала минджулеп своими веточками, просто положила, укрыла. Думаю, все с ними хорошо. Распушился же, смотрите, как Пельц Блю прямо стал форму обретать. Ну, а сейчас мы посмотрим, как же меняет цвет пирамидалисы мои. Самая красивая туя, кто видео не видел, я про эту тую рассказывала. Оставлю ссылки в конце видео. Именно пирамидалисы особенно сильно зимой, даже у нас такая зима не сильно холодная, и то они стали рыжие к вершине. Больше, и там у меня маленький еще пирамидалис, посаженный осенью, он вообще весь коричневый, чтобы вы не пугались. С одной стороны он вроде как меньше рыжий, с другой больше, это его нормальное состояние такое. Я сейчас смотрю, мне кажется, он даже и красивый по-своему зимой, такой золотисто-желтый становится. А сейчас, если мы подойдем и разберем крону, вот эту рыжую, смотрите, кирпичного прямо цвета веточки. Если мы разберем рукой крону, мы увидим, что в середине они красивые, ярко-салатовые побеги у него. То есть, которая немножко прикрыта от мороза, та сохраняет свой цвет натуральный, хвоя. Вот такие яркие, салатовые. И такая туя эта, она весь сезон. Только солнышко пригревает, смотрите, какой красивый цвет. Чистить ее не сильно надо много по сравнению со смарагдами. Как-то у нее, но они у меня еще не сильно высокие, 2,5 метра где-то. Но я их и не чистила. Смарагды сильно забиты сухой хвоей, а пирамидалисы почти совершенно ничего сухого нет. И форма у них вот такая пирамида, и сама по себе. Я их в этом году не формировала. В прошлом немножко у меня некоторые ветки повыпадали. Их я обрезала. Ну, а вот это малюсенькая. Смотрите, кажется, что она прямо как-то... И заболела даже, да, такой цвет. Не пугались, чтобы вы маленькие. Вот я думаю, маленькую надо было, может, и укрыть даже. Ну, думаю, все хорошо с ней. А сейчас я вам показываю вот эти мои можжевельники Blue Alps. Сорт, у кого есть Мэри, это аналог, только растет он быстрее. Я его веду в один ствол и развожу ветки под стрижку. Я вообще этот можжевельник хочу бонсай из него делать. За 2 года вот так он нарос.
было такое одно перышко небольшое. Я наклоняю ветку в какую сторону мне надо. Можно загнуть и загнуть. Ну, вы видели, бонсай разные бывают. У меня две посажены, два можжевельника, два бонсая будет привязаны к писарди. Писарди хочу на шпалеру формировать. Надо вот из композитной арматуры такую плоскую плоскость сделать. И хочу как-то посмотрю, как я их буду. Хотела квадратами, сейчас хочу плоские уже. Ну а сейчас мы вот это смотрим, как я поделила. Помните, я вам рассказывала Diamond Rouge гортензию своим способом. Весной прикопала. Вот эта гортензия Diamond Rouge. У нее бордово-диамантовые такие соцветия красивые. И фертильные, и стерильные цветы. Ароматная, небольшая. В общем, я присыпала у корня. Она укоренилась и получилось 4. И смотрите, каких больших кустика. Вот таких, их, наверное, еще между собой можно было поделить, но это я осенью уже холодно, я спешила закончить посадки-пересадки, и у меня получилось 4 куста. Я вот сейчас хожу по участку, все присматриваю места, где же я буду высаживать пионы. Заказывала пионы, в конце видео покажу вам, какие сорта и места для них ищу. А вот это рыженькие шаровидные туи Мириам, рыжая такая, и роза эльф. Я ее отсюда буду убирать. Мне не нравится, как она тут, среди аспирина, среди мадемуазель Миян 2 розы. Тут у меня задумка немножко другая по этой клумбе. А сейчас мы быстро-быстро перешли в другую зону сада. И я вам показываю, у меня уже начался садовый сезон посадочный. Это рододендрон, гендиректор, ридер. Получилось так, что поздно осенью, уже в ноябре, конце, даже, по-моему, начало декабря, я получила по уценке, по скидке, в общем, прислали мне цветы. И среди них мой гендиректор. Я думала, если будет тепло, успею, посажу, но уже не успела. И решила, высажу его в горшок, пересадила, он был в P9, вообще горшочке маленьком. И будет он у меня зимовать в неотапливаемом помещении при температуре там 0 плюс 5. На улицу его периодически выношу, вот так вот брызгаю, поливаю. И чудно ему, я хочу сказать. Это он стоит тут у меня на клумбе, среди растений, гуляет, когда не холодно, а на ночь я его заношу в помещение. Ну и вот эта клумба, мы ее все знаем. Хотела вам показать, постояла, посмотрела, буду вырезать стволы у спиреи, у этой штамбовой. Вот так она цвела весной красиво. Сейчас она еще выше стала, ветви на лавочку так будут свисать, колышется. Предлагаю я, кому нравится, я его пробежала, все спиреи вот так штамбами, потому что они настолько много места занимают. У нас возле дома, когда мы в квартире жили, росли спиреи. Так они 3 на 3 кустища такие, огромные шары. Я не знаю, если места на участке мало, то спирей, может быть, вообще не стоит и сажать. Ну а сейчас мы подойдем, я вам покажу акракона. Как-то зимой даже она и распушилась, мне так кажется. Ну, если можно сказать, что зима. У нас ночью минус, днем плюс. Смотрите, сколько шишек у нее было в позапрошлом году. Это не в прошлом, а позапрошлом. Усыпана шишками была. И я где-то в феврале их взяла, все оборвала, потому что думала, каждый год будут шишки. В прошлом году шишек не было. У нее, кстати, шишки красивого, ярко-малинового цвета. Сейчас я прикреплю там фотографию. Она весной вот такими малиново-красными шишечками. Вся
увешана, красивая. Форма у нее такая неправильная в разные стороны, но это такая ель. А вот эта магнолия, про которую я вам в прошлом видео рассказывала, вот ветка одна вылезла даже, как наросла, просто я хотела показать в один слой агроволокно, его просто ветер не продувает. Ну, потом я решила обойти розовый круг, все хожу, смотрю, какая работа мне предстоит уже совсем скоро. Хочется уже, да, что-то в саду делать. И вот смотрела на эту сосну, под ней там крот огромную кучу земли уже вырыл. Представляю, что там под укрытием роз кроты нарыли. И тут опять же буду удалять, наверное, некоторые ветви, потому что сильно загущен мой неваки из сосны. Тоже у меня есть видео, как я делаю. Но у нее изначально ствол, вы видите какой, я центральный побег не убирала. У неваки убирается центральный побег, и тогда формируется крона из веток. У меня такая она была, сама выросла эта елочка. Карагана окера, плакучая акация. А это пихта одноцветная, калифорнийская. У нее очень длинные иголочки. Я за нее вам тоже уже не раз рассказывала. Зимой себя прекрасно чувствует, распушилась. А была, честно говоря, такая реденькая палочка. Она очень быстро растет, видите? И у нее многоствольность, многомакушечность. 2 раза убирали, ей уже понижали где-то на метр. Я понижала, лестницу ставила, пилила, понижала высоту и срезала лишние макушки. Так себя сейчас чувствуют можжевельники мои стриженные. Форму держат и снег держат. И все с ними хорошо. А это карликовая елочка подушковидная. Нидиформис. Смотрите, какая она красивая весной. Ну как такая может не нравиться, я не знаю. Еще такая съемка яркая получилась весной. Так приятно эти лапки трогать, прямо прелесть. Это моя первая нидиформис. Сейчас у меня их посажено штук, наверное, 12 по саду. Понравились мне очень. И растет медленно и сильно набитая подушка такая. Снег единственное, и с середины надо стряхивать, чтобы не развалилось, как гнездо в середине. Аналог этой елочки Кэрол еле есть, но там еще мельче у нее иголочки у Кэрол. А вот сейчас хотела показать вам, пока не заросшая хвоинками лиственница випера, Стив Випер, как ствол у нее изогнут. А на заднем плане вот клумба, был вопрос, какие розы зимуют без укрытия. Вот на этой клумбе у меня без укрытия Вединг Белс, Жанна Моро. Все почвопокровные розы, аспирин, Надя Миян Декор. Аспирин вон на заднем плане. И вот эти темные розы в прошлом году были не укрыты. В этом году я их уже укрыла. Это Black Baccarat, Black Magic и все такие темные чайно-гибридные. Вот именно их я не укрываю агроволокном. В этом году хочу еще часть роз выбрать и оставить, приучать к морозам. Ну вот это Стив Випер, смотрите, у нее толщина вот этого ствола, который я веду вверх, уже толще, чем нога, на которую была прививка. И вот так вот изогнута центральная ветка, наш центральный проводник, он растет и растет. Сейчас его уже высота 3 метра и длина в сторону 2 метров 5. Получается, я рукой уже достаю до свисающих веточек вот этих. Красиво будет весной, как такая вуаль зеленая.
Попробуйте себе сделать, если у вас есть. Ну, можно оставить, спрашивали, а зачем вы ее поднимаете? Ее, конечно, можно оставить на ножке и такая плакучая, но мне захотелось эту красоту приподнять и сделать на арку. Это очень красиво. Ну, а я перешла на свою клумбу вдоль забора, напротив окон террасы. Хожу, смотрю, какая мне обрезка большая гортензии предстоит. И посматриваю на свои пионы. Они сосновым опадом прикрыты. Тут много кустов, посаженных в шахматном порядке. Вот так между гортензий, между нидиформисов и горизонтальных можжевельников. Ривер какой-то, Джет Ривер. Сейчас покажу вам, какие пионы я заказала на весну. Красоту какую долго выбирала, конечно. Хотелось все и сразу, но пионы, вы знаете, удовольствие не дешевое. Простых пионов у меня есть, уже несколько и бабушкиных пионов есть, и захотелось чего-то прямо сильно сортового. И это будут пионы у меня. Карнешного букет, такая гвоздичный букет, как гвоздичкой. Шифон парфит нежно-розовый. И еще два пиона, сейчас вам тоже их покажу. Жду красоту, не дождусь. И хожу, смотрю, что сюда уже некуда сажать. Я думала, вот так напротив нидиформисов разведу веточки у горизонтального и посажу, но вижу, что не получается. Еще один пион Сара Бернар, который вы мне советовали. И этот пион Лимон Шифон я очень хотела. Мне нравятся лимонные сорта пионов. Еще хочу Sunny Girl, может быть, на осень закажу уже. Ну, посмотрим. Планы. Еще два древовидных пиона, но какие я покажу вам, наверное, на прогулке в феврале эти пионы. Вот смотрю сюда дальше, может быть, продолжу аллею между гортензий. Кое-что тут уберу и буду пионы сажать туда аж до арки с розами. До караганы окера и туда дальше еще посажу. Вот такие планы, газон планируем в этом году делать. Ну, знаете, планируем, как оно получится. Дома я посадила уже петунии неделю назад. Вот такие, вчера еще такие горошинки лежали, а сегодня утром побрызгала, открыла их, смотрю. Вот так выглядят. Как сажаю петунии, я вам оставлю видео в конце. В прошлом году я снимала подробное видео. Уже пора сажать, кто ждет. Ну а сейчас давайте полюбуемся нашими пионами, которые самые первые нас обрадуют после магнолии. И скоро уже совсем весна будет. Всего хорошего. Думаю, прогулка вам понравилась. И полезная, и красивая. Всего хорошего.